Глава 1806. Клон волчьего монарха. Хань Ли почти поддался соблазну, оценивая кровавое плачущее духовное древо в руках даосиста Небесного Глаза. После того, как он стал свидетелем крупных аукционов, проводимых чужеземными расами, в расах людей и демонов было не так много вещей, которые могли бы его соблазнить, поэтому он не думал, что первый выставленный на аукционе предмет истинной ценности вызовет его интерес. Если бы он смог получить замещающую марионетку трансцендентной трибуляции, это могло бы спасти его от опасной для жизни ситуации в будущем. Однако этот материал можно было найти только в расе духов. Так может ли это быть правдой, что на этом съезде тысячи сокровищ участвовали чужеземцы? Когда эти мысли мелькали в разуме Хань Ли, даосист Небесный Глаз активировал свою магическую силу и ввел часть в древо в своей руке. Пронизывающий малиновый свет исходил от тонкого куска дерева, и он начал резко расширяться, достигая толщины примерно с человеческую руку, а также удлинявшись примерно до 10 футов в длину. Красновато-черные пятна размером с медную монету появились на поверхности деревянного стержня, и он непрерывно корчился в его руке, издавая взрывы жутких рыдающих звуков, как если бы это был живой духовный питон, представляя очень тревожную сцену. У тех, кто все еще питал некоторые подозрения в подлинности предмета, сразу же развеялись сомнения, и когда была объявлена стартовая цена в 20 миллионов духовных камней, сразу же был сделан поток предложений. 22 миллиона. 25. 30 миллионов. Эта астрономическая цена сразу отпугнула половину участников торгов. Независимо от того, насколько драгоценным было это кровавое плачущее духовное древо, у культиваторов божественной трансформации и пространственного закаливания были ограниченные финансы, и было бы неразумно тратить все свое богатство на покупку такого предмета. Для сравнения, было гораздо более прагматично купить несколько мощных защитных сокровищ или несколько таблеток, которые могли бы помочь им преодолеть их следующее узкое место. Однако некоторые из высокоранговых людей и демонических существ, знавших о неминуемом дьявольском бедствии, придерживались разных мнений. Многие из них очень хотели заполучить этот духовный напиток, и цена продолжала расти быстрыми темпами, а ставки лишь немного замедлились после того, как превысили 40 миллионов. Даже в этом случае цена все еще медленно поднималась до ошеломляющих 50 миллионов. Это была огромная цена, которую пришлось заплатить даже для некоторых существ в стадии интеграции тела, и тот, кто сделал эту ставку, не был кем-либо из существ в стадии интеграции тела на 3-м этаже. Вместо этого это был все тот же демонический черный волк, и в результате он стал привлекать еще более недоверчивые взгляды. С 3-го этажа к нему также начали катиться новые всплески духовных чувств, и было совершенно ясно, что даже существа стадии интеграции тела были весьма сбиты с толку его удивительным богатством. Перед лицом этих мощных всплесков духовного чутья демонический черный волк оставался совершенно неподвижным в своем кресле, по-видимому, совершенно невозмутимым. А мне было интересно, кто это? Это один из 6 клонов брата Тянь-Куи. Сначала я не смогла обнаружить это, усмехнулась женщина с 3-го этажа, и ее голос эхом разнесся по всему залу, создавая впечатление «перемешайте все места». Выражения лица многих людей резко изменились, услышав упоминание о волчьем монархе Тянь-Куи, и даже культиваторы интеграции тела на 3-м этаже были очень встревожены, услышав это, в том числе Хань Ли. Вы уверены, госпожа Ся? Разве волчий монарх не культивирует в уединении? Каким образом у него появилась возможность послать сюда одного из своих клонов? Насколько мне известно, все 6 его клонов обладают невероятными способностями, которые могут помочь своему истинному телу в культивации. Разве он мог отправить одного из них в это место? Из другой комнаты раздался скептический мужской голос. Выражение лица Хань Ли изменилось настолько незначительно, что он услышал, что владельцем голоса был никто иной, как святой владыка Небесного Юань. Не думаю, что мне нужно было сообщать вам двоим, что я отправил своего клона на съезд вместо себя. Если вы двое также хотите это кровавое плачущее духовное древо, не стесняйтесь размещать свои ставки. Голос этого клона был чрезвычайно холодным и полностью лишённым эмоций, но в то же время очень отчетливым и запоминающимся. В отличие от ярости, святой владыка Небесного Юаня просто ответил беззаботным тоном. «Хе-хе, это правда, я не имею права вмешиваться в дела господина даосиста Тянь-Куя. Прости меня за мою бестактность. Древо твое, я не буду участвовать в торгах за него». Монарх Черного Феникса просто усмехнулась и замолчала, по-видимому, довольно настороженно относясь к монарху Волк Тянь-Куи. Что касается всех существ на 1-м и 2-м этаже, все они приняли выражение благоговения, и весь зал погрузился в полную тишину. Если никто другой не собирается делать ставку, разве не следует объявлять, что теперь я являюсь владельцем этого предмета? Сказал волчий монарх Тянь-Куи совершенно бесстрастным голосом, глядя на платформу. Его голос был не очень громким, но он был отчетливо слышен всем, и сердце даосиста Небесного Глаза содрогнулось в ответ. Первоначально он намеревался тянуть время, но полностью отбросил этот план и заставил улыбнуться, сказав, цена этого предмета достигла 50 миллионов духовных камней.
Теперь я считаю до 3, и если к тому времени больше не будет сделано предложений, то товар будет передан старшему Тянь Куи. 50 миллионов раз. 60. Внезапно с 3-го этажа раздался пожилой голос, снова вызвав волнение по всему залу. 62. Равнодушно сказал волчий монарх. 65. Пожилой голос без колебаний сделал еще одну ставку. Холодный свет вспыхнул в глазах клона волчьего монарха, и он сказал холодным голосом: «Ты настаиваешь на том, чтобы соревноваться со мной за этот предмет, Дун Тянь? Похоже, ты действительно оправился после удара моими когтями Небесного Волка во время нашей последней битвы. Твои когти Небесного Волка только почесали мне зудящее место. В отличие от этого, я уверен, что моя дрель Дун Тянь доставила тебе большие неприятности», — холодно хмыкнул владелец пожилого голоса в ответ. Это был никто иной, как самый загадочный из 7 демонических монархов, мышиный монарх Дун Тянь. Похоже, они были не в очень хороших отношениях и даже конфликтовали в прошлом. Все другие присутствующие культиваторы, естественно, были весьма удивлены и заинтригованы, узнав об этом. Между тем, у клона волчьего монарха Тянь Куи яростно вспыхнул зеленый свет, и он сказал: «Этот предмет действительно не стоит 65 миллионов, поэтому я передам его тебе, господин даосист Дун Тянь. Интересно, хватит ли у тебя духовных камней, чтобы соревноваться с другими в ходе этого аукциона?» Затем клон закрыл глаза и действительно отказался от участия в торгах. Мышиный монарх Дун Тянь был этим весьма ошеломлен, но он просто холодно хмыкнул и замолчал. Другие культиваторы интеграции тела либо не желали бороться с этими двумя демоническими монархами, либо с нетерпением ждали других выдающихся предметов аукциона, поэтому никто из них также не сделал никаких ставок. Таким образом, даосист Небесный Глаз больше не колебался и быстро проговорил 2 раза по 65. Однако прямо в этот момент Хань Ли внезапно указал пальцем на пластину перед ним, сделав ставку в 70 миллионов. 70 миллионов раз. Даосист Небесного Глаза подумал, что последняя ставка уже сделана, но был застигнут врасплох этой новой ставкой и поспешно поправил себя, прежде чем смог сделать 3-ю ставку на 65. Все существа в зале были ошеломлены, увидев это. Кто соревновался с мышиным монархом Дун Тянем за эту часть кровавого плачущего духовного древа? Этому человеку надоело жить, или он действительно настолько силен, чтобы бороться с демоническими монархами? К сожалению, претендент не ответил, поэтому никто не мог сказать, кто он. Однако так называемая гарантия конфиденциальности аукциона на самом деле не соблюдалась так строго, поэтому, если кто-то захочет выяснить личность участника торгов, это не будет слишком сложной задачей. К всеобщему удивлению, мышиный монарх Дун Тянь хранил полное молчание и позволил Хань Ли забрать кровавое плачущее духовное древо. Возможно, 70 миллионов духовных камней действительно были слишком высокой ценой для этого предмета, и никто больше не делал ставок. Таким образом, предмет попал в руки Хань Ли после 3 звонков. Хань Ли не был так уж удивлен, увидев это. Судя по тому, что только что сказал клон волчьего монарха Тянь Куи, 3 владыки, 7 монархов и даже некоторые другие присутствующие существа стадии интеграции тела, похоже, получили некоторую информацию и стремились заполучить определенные сокровища во время этого аукциона. Таким образом, кровавое древо не было для них приоритетом, и они были также счастливы сохранить свои духовные камни на потом. Как только эти мысли промелькнули в голове Хань Ли, небольшая группа стражников доставила кровавое дерево в его комнату, и они ушли после того, как Хань Ли выдал требуемые духовные камни. Тщательно осмотрев предмет, он аккуратно убрал его, а затем с кривой улыбкой погладил сильно истощенный браслет для хранения. Ему удалось заполучить этот предмет, но он стоил ему большей части его духовных камней, так что он, скорее всего, не смог бы побороться ни за один из предметов предстоящего следующего аукциона. Однако он не пожалел об этом решении. У него уже было бесчисленное количество сокровищ и драгоценных материалов, но было очень маловероятно, что он снова столкнется с чем-то вроде этого куска кровавого плачущего духовного древа. Даже если бы еще не появились какие-то другие предметы на аукционе, которые были бы полезны существам на стадии интеграции тела, он все равно не смог бы конкурировать с богатством 3 владык и 7 демонических монархов. Таким образом, его больше интересовали материалы из демонических зверей, и он также очень с нетерпением ждал предстоящей конвенции обмена в черном пространстве. Поэтому Хань Ли просто откинулся на спинку стула и закрыл глаза, пока даосист Небесный Глаз представил один предмет аукциона за другим. Глава 1807. Пластина формации 1000 проявлений и гигантский атласный ковчег. Учитывая, что это был аукцион, который проводился раз в 1000 лет, остальные выдающиеся предметы аукциона, естественно, были чрезвычайно редкими и ценными, и все они были далеко за пределами досягаемости обычных культиваторов, но ни один из них не был предметом, который требовался Хань Ли.
После того, как первая партия выдающихся предметов аукциона была продана, даосист Небесный Глаз немедленно вызвал на платформу другую группу служанок и начал продавать с аукциона духовные лекарства и ингредиенты, а также различные таблетки, которые было бы очень трудно найти в обычном режиме. Эти предметы, естественно, были еще менее привлекательными для Ханли, но его внимание было привлечено к духовным цветам и духовным травам, появившимся в конце, и все они могли быть выращены только росой духов. Однако, услышав, что для питания этих духовных растений требуется первозданная духовная сила расы духов, поэтому он даже не стал пытаться выкупить их. Эти духовные растения-лекарства действительно обладали экстраординарным действием, но они, скорее всего, не могли бы доведены до полной зрелости одной лишь зеленой жидкостью в его таинственном флаконе, поэтому он не смог бы их массово производить, что делало их довольно непривлекательными для его. После того, как эти снадобья и таблетки были проданы, было доставлено большое количество искусств культивации и сокровищ, каждая из которых были идеальными для культиваторов божественной трансформации и пространственного закаливания, так что они вызвали настоящий переполох во всем зале. Почти за каждый предмет соревновались сотни людей и демонических существ, и за это время была выставлена еще одна партия выдающихся предметов аукциона. Это включало партию из более чем 10 флаконов таблеток восходящего солнца, которые могли усилить магическую силу культиваторов интеграции тела, а также нефритовая пластинка с искусством культивации, используемая известным культиватором стадии интеграции тела, который скончался десятки тысяч лет назад, и 2 духовных сокровища. Эти предметы, естественно, приводили в безумие все заведения, но даже до этой стадии существа стадии интеграции тел на 3-м этаже все еще почти не делали ставок на что-либо, и когда один из них действительно сделал ставку, очень редко случалось, что любые другие существа на стадии интеграции тела начинали соревноваться с ними. Казалось, большинство из них чего-то ждали. После того, как последняя дюжина или около того огромных боевых марионеток высотой в 100 футов была куплена некой таинственной личностью за десятки миллионов духовных камней, весь аукцион, наконец, подошел к завершению. Даосист Небесный Глаз, сложив кулак в знак приветствия, и объявил: следующие 2 предмета аукциона — это 2 последних предмета этого аукциона, а также 2 самых ценных предмета. Мои силы ограничены, поэтому я не могу провести аукцион этих 2 предметов. Следовательно, они будут представлены всем вам их первоначальными владельцами, монархом змеи Лихо и таинственным гостем из чужеземной расы. После этого он еще раз попрощался со всеми и спустился с платформы. Многие из присутствующих в зале также слышали, что во время аукциона появятся посторонние существа, но это все равно произвело настоящий ажиотаж. В конце концов, расы людей и демонов определенно не имели общих отношений с соседними чужеземными расами, а битва между городом Высшего Неба и объединенной чужеземной армией произошла всего несколько столетий назад. Когда монарх змей Лихо прибыл на платформу с женщиной в желтом, вся болтовня тут же утихла, и все взгляды упали на элегантную фигуру рядом с облаченным в красное змеиным монархом. У этой женщины в желтом облачении было круглое лицо с нежной кожей, и на вид ей было лет 18. У нее была милая улыбка, и она производила очень приятное впечатление. Многие были удивлены, увидев это так называемое чужеземное существо в ее нынешнем облике. Только те, кто развил особые секретные техники духовного чутья, могли использовать свое духовное чутье, чтобы определить, что в ней есть что-то иное, чем в обычном человеке. Хань Ли даже не потрудился использовать свое духовное чутье. Вместо этого он открыл глаза, и вспышка синего света в его зрачках позволила ему понять, что не так в этой женщине. На его лице промелькнуло странное выражение, но затем выражение его лица быстро нормализовалось. В этот момент монарх змей Лихо внезапно заговорил. «Я уверен, что не нуждаюсь в представлении. Что касается женщины рядом со мной, то она святая дева Тысячи Осеней из расы артефактных духов. Уверен, что многие из вас слышали о ней. Одно из этих 2 последних сокровищ было принесено сюда госпожой Святой Девой». Голос монарха Змея Лихо был немного хриплым, но с оттенком неумолимой власти. Женщина в желтой мантии сделала реверанс и заговорила приятным голосом. «Выражаю свое почтение всем присутствующим господам». Несмотря на ее реверанс, поведение женщины не было ни скромным, ни высокомерным, и совсем не похоже, что она находилась на чужой территории. Святая Дева Тысячи Осеней из расы артефактных духов. Разве это не один из 4 святых духов расы артефактных духов, которые эквивалентны культиваторам интеграции тела? Значит, слухи оказались правдой, на этом аукционе действительно появилось чужеземное существо. В тот момент, когда голоса монарха Змея Лихо и Святой Девы Тысячи Осеней стихли, весь зал снова взорвался. Святая Дева Тысячи Осеней не проявила никакой реакции на это, но монарх Змея Лихо слегка нахмурился и внезапно закричал: «Успокойтесь, все!» Что касается причины ее визита, то мы сообщим об этом всем после завершения аукциона. По этому случаю госпожа Святая Дева Тысячи Осеней привезла с собой ценное сокровище для этого аукциона в качестве демонстрации искренности своей расы в установлении дружеских отношений с нами. Все духовные камни, выставленные на этом аукционе, будут переданы нашим расам людей и демонов.
После этого объявления болтовня в зале значительно утихла, и многие люди начали задумываться, что имел в виду монарх Змей Лихо. Тем временем святая Дева Тысячи Осеней улыбнулась и внезапно перевернула руку, достав золотой и серебряный диск, а также белую нефритовую пластинку. Это первое сокровище известно как пластина формации Тысячи проявлений, и это божественное духовное сокровище из хаотического свитка Тысячи сокровищ. Это также одно из самых ценных сокровищ нашей расы, и мы решили выставить его на аукцион в качестве демонстрации нашей искренности. Эта пластина формации может позволить раскрыть 81 различный тип иллюзорных техник, и если кто-то обладает достаточной магической силой, чтобы раскрыть все 81 иллюзорную технику одновременно и наложить их друг на друга, даже культиваторы интеграции тела не смогут противостоять ей. Тем не менее, эта пластина формации также чрезвычайно обременительна для пользователя, скорее всего, исчерпает весь запас магической силы обычного культиватора стадии интеграции тела, так что будьте осторожны, если вам удастся заполучить это сокровище. Что касается этого второго сокровища, то это чертеж древнего ковчега, который наша раса духовных артефактов купила по высокой цене у чужеземной расы. Этот ковчег может вместить более 1000 человек, и на нем могут быть начертаны некоторые чрезвычайно могущественные формации, что сделает его необычайно быстрым, а также наделяет его невероятным наступательным и оборонительным мастерством, тем самым делая его исключительным защитным сокровищем, сказала святая Дева Тысячи Осеней с улыбкой. Затем духовный свет вспыхнул из ее пальцев, и она ввела часть своей духовной силы в пластину формации, а затем нежно взмахнула рукой по воздуху. Из пластины вырвалась вспышка розового света и обрушилась на всех, кто находился ниже платформы. Все присутствующие человеческие и демонические существа были поражены этим, и многие из них вызвали защитные слои духовного света вокруг своих тел. Однако в следующее мгновение их встретил цветочный аромат, и они были ошеломлены, обнаружив, что яркие разноцветные цветы размером с кулак распустились по всем углам всего зала. Однако некоторые из присутствующих более могущественных существ сразу же обнаружили, что все это было частью иллюзии, и, естественно, были очень заинтригованы. Я не усовершенствовала эту пластину формации Тысячи проявлений, поэтому иллюзорная техника, которую я использую сейчас, далеко не так эффективна, как могла бы быть в противном случае. Кроме того, эта иллюзорная техника является самой приземленной из 81 типа иллюзорных техник, сказала святая Дева Тысячи Осеней, и даже культиваторы интеграции тела на 3-м этаже были весьма удивлены, услышав это. Что касается этого чертежа, гигантский ковчег, начертанный на нем, должен быть высокоранговым боевым ковчегом металлической расы, которая когда-то безраздельно властвовала над нашим континентом Тянь-Юань. Затраты, необходимые для усовершенствования этого гигантского ковчега, вполне ошеломляющие, но в случае успеха, помимо преимуществ, о которых я упоминал ранее, ковчег сможет в несколько раз повысить боевое мастерство более 1000 человек, так что он может стать защитным сокровищем для всей секты или большой семьи. К сожалению, для его постройки требуется огромное количество ресурсов, поэтому его невозможно серийно производить. В противном случае с помощью этого чертежа можно было бы значительно увеличить мощь всей расы, продолжила с улыбкой святая Дева Тысячи Осеней. Госпожа святая Дева представила оба сокровища, а также продемонстрировал силу пластины формации Тысячи проявлений. Что касается чертежа, я лично оценил его и могу поручиться за его подлинность. Я знаю, что многие из вас пришли сюда ради этого, но позвольте мне дать вам несколько слов предостережений. Этот боевой ковчег действительно чрезвычайно мощный, но количество ресурсов, необходимых для его постройки, совершенно невообразимо для обычного культиватора, поэтому я бы посоветовал некоторым из менее обеспеченных собратьев не вступать в торги за этот предмет. В противном случае вы можете просто потратить огромную сумму на покупку этого чертежа и обнаружить, что вы все равно не можете усовершенствовать этот боевой ковчег. Хорошо, мы начнем с плиты формации Тысячи проявлений. Стартовая цена будет 80 миллионов духовных камней. Объявил монарх Змей Лихо. В хаотическом свитке Тысячи духовных сокровищ было не так много духовных сокровищ, и многие из присутствующих культиваторов божественной трансформации и пространственного закаливания никогда раньше не видели настоящего божественного духовного сокровища. Однако стартовая цена в 80 миллионов сразу отпугнула большинство существ на 1-м и 2-м уровнях от подачи заявок. Они знали, что это сокровище определенно попадет в руки одного из существ в стадии интеграции тела на 3-м этаже, поэтому они не удосужились делать бесполезные ставки. Даже в каютах на 3-м этаже было совершенно тихо, и никто не сделал первоначальной ставки. Глава 1808. Приглашение от мастера до ассиста Тысячи костей. Спустя некоторое время бесчисленные полосы света и серия запряженных зверей экипажей и летающих ковчегов поднялись из облака облаков и разошлись во всех направлениях. Одна из приземленных полос лазурного света исчезла вдалеке после нескольких вспышек, и Хань Ли пролетел внутри нее с задумчивым выражением лица. Хай Юэтянь и Цилин Ци, естественно, стояли в тишине позади него, увлеченные лазурным светом. Торги за последние 2 сокровища действительно были невообразимым зрелищем.
Несколько десятков культиваторов интеграции тела соревновались за пластину формирования тысячи проявлений, и в конце концов она попала в руки монарха Черного Феникса Сяо Гуань. Что касается чертежа этого гигантского атласного ковчега, он попал в руки истинной духовной семьи номер 1 Семь Лун. Глаза Хань Ли слегка сузились при мысли о семье Лун, и в его голове мгновенно возник образ культиватора средних лет. Этот человек вышел на платформу, чтобы принять чертеж боевого ковчега по завершении аукциона, и он был патриархом семьи Лун. Вдобавок ко всему, он также был культиватором на поздней стадии интеграции тела с непостижимой магической силой и нечеловеческой ледяной аурой, вращавшейся вокруг его тела, поражая человека чувством беспокойства даже при взгляде на него издалека. Этот патриарх семьи Лун казался не менее могущественным, чем 3 владыки и 7 монархов. Неудивительно, что семья Лун всегда могла поддерживать свой статус истинной духовной семьи номер 1. Патриарх семьи Лун смог превзойти всех владык и монархов на аукционе, и хотя, естественно, нельзя было сделать вывод, что богатство семьи Лун превышало богатство этих владык и монархов, это определенно было красноречиво. Хань Ли не мог не беспокоиться, думая о том, что перешел дорогу этой могущественной семье. К счастью, благодаря его взаимодействиям с семьей Гоу и семьей Еон уже узнал, что другие истинные духовные семьи также не сходятся во взглядах с семьей Лун. Вдобавок ко всему, у него теперь были некоторые связи с 2 из этих семей, и он сам был культиватором на стадии интеграции тела, так что ему на самом деле не приходилось их бояться. Только если бы патриарх семьи Лун осмелился собрать всех старейшин семьи Лун, чтобы напасть на него сразу. Имея это в виду, Хань Ли чувствовал себя значительно менее обеспокоенным. Как раз в этот момент позади него внезапно раздался знакомый голос. «Подожди, господин даосист Хань». Выражение лица Хань Ли немного изменилось, и полоска лазурного света, в которой он находился, действительно остановилась. В то же время он повернулся и сложил кулак, прежде чем сложить кулак в знак приветствия. «Привет, брат Тысячи Костей, много ли ты собрал наград на этом аукционе?» Серое облако летело к Хань Ли с феноменальной скоростью с расстояния в несколько тысяч футов, и человек, стоящий на вершине облака, был никем иным, как даосским мастером Тысячи Костей из секты Белой Кости. На таком аукционе нет ничего хорошего. «Даже с 2 последними сокровищами я не могу их достать», ответил даосский мастер Тысячи Костей с кривой улыбкой, и его серое облако появилось перед ним. «Хе-хе, читаешь мои мысли». И плита формации тысячи проявлений, и чертеж гигантского атласного ковчега, безусловно, вне досягаемости бродячих культиваторов, таких как мы. В частности, последние доставят мне только неприятности, усмехнулся Хань Ли. Ха-ха, я знал, что ты мудрый человек, брат Хань, в отличие от некоторых людей, у которых, кажется, упал свой интеллект из-за постоянного уединения. Кто в здравом уме будет пытаться бороться за что-то настолько опасное? Захохотал мастер Тысячи Костей. «Ты хотел бы поговорить со мной, брат Тысячи Костей?» — спросил Хань Ли с улыбкой. «Конечно. Ты знаешь, что конференция обмена в черном пространстве состоится через 3 дня? Я попросил для тебя талисман наведения сразу же, как только получил эту новость. Когда придет время, ты сможешь отправить талисман в обмен на доступ к конвенции, так что тебе не придется пытаться получить доступ к конвенции альтернативными способами», сказал даосский мастер Тысячи Костей, и его улыбка тут же исчезла. Он вытащил что-то из рукава и бросил это Хань Ли легким движением запястья. Хань Ли поймал предмет, взглянул на него, обнаружил, что это был черный треугольный значок. Кроме простых узоров на его поверхности, на значке не было никаких других украшений, даже символа какого-либо описания. Если бы даосский мастер Тысячи Костей не сказал ему, что это значок, он бы подумал, что это кусок металлолома. «Это талисман наведения?» — скептически спросил Хань Ли. «Я понимаю твои подозрения, брат Хань, но можешь быть уверен в этом. На последней конвенции обмена в черном пространстве талисмана руководства были обычными палками. Я не знаю, как организаторы могут это делать, но эти вещи на самом деле единственное, что предоставит тебе доступ в черное пространство, так что убедитесь, что ты не потеряешь его», предостерег даосский мастер Тысячи Костей. «Понятно. Похоже, у организаторов интересное чувство юмора. Прими мою благодарность, брат Тысячи Костей», сказал Хань Ли слегка удивленным тоном. «Хе-хе, пустяки. У меня нет других черт, которые выделялись бы среди наших культиваторов стадии интеграции тела, но я неплохо разбираюсь в сборе информации. Брат Хань, ты слышал о бедствии, что обрушится на 2 наших расы в течение следующих 1000 лет? Это может затронуть и тебя, и меня». Мастер даосист Тысячи Костей внезапно сменил тему, и на его лице появилось мрачное выражение. «Бедствие? Ты имеешь в виду дьявольское бедствие?» — спросил Хань Ли. «Итак, ты знаешь об этом. Что ты знаешь об этом, господин даосист Хань?» Мастер Тысячи Костей не слишком удивился этому.
После всех взаимодействий между существами стадии интеграции тела на съезде Тысячи Сокровищ, скорее всего, было очень мало тех, кто все еще не подозревал о неминуемой дьявольском бедствии. В противном случае было бы не так много людей, претендующих на чертеж гигантского атласного ковчега, даже если бы они явно откусывали больше, чем могли проживать. Все старались как можно лучше подготовиться к предстоящим бедствиям. Я мало что знаю, но слышал, что это дьявольское бедствие будет еще труднее перенести, чем предыдущие, мрачно ответил Ханли. Услышав это, на лице даосского мастера Тысячи Костей появился намек удивления, и он сразу перешел к делу. Похоже, у тебя был доступ к некоторой конфиденциальной информации. В таком случае я не буду тратить время на то, чтобы ходить кругами. После конвенции обмена в черном пространстве, возможно, тебе было бы интересно посетить со мной встречу для бродячих культиваторов интеграции тела. Мы хотим собраться вместе и обсудить, как мы можем безопасно преодолеть это дьявольское бедствие. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, и он на мгновение задумался над этой идеей и внезапно спросил: «Бродячие культиваторы? Ты имеешь в виду тех, кто принадлежит к человеческой расе?» Мастер Тысячи Костей слегка дрогнул, но тут же ответил: «В нашей человеческой расе есть всего несколько бродячих культиваторов интеграции тела, так что нет особого смысла в проведении собрания. По правде говоря, большинство присутствующих культиваторов будут из расы демонов. Не нужно ничего объяснять. У меня нет предубеждений против демонов, я просто хотел узнать больше о предпосылках этой встречи. Поскольку на ней будут присутствовать демонические культиваторы, эта встреча должна того стоить. После конвенции обмена я пойду с тобой навстречу», — согласился Хань Ли, не особо задумываясь. Мастер Тысячи Костей был в восторге от этого и сказал: «Ты определенно приняли мудрое решение, брат Хань». Эти двое, естественно, не собирались вести продолжительный разговор в воздухе, поэтому, поговорив еще немного, даосский мастер Тысячи Костей попрощался, улетев полосой серого света на свое серое облако и быстро исчезнув вдали. Хань Ли посмотрел в том направлении, в котором он улетел, с задумчивым выражением лица. Через некоторое время Ци Линцзи невольно спросил: «Мастер, не пора ли нам тоже вернуться?» «Ци Линцзи, Юэтянь, у меня есть кое-какое дело. Я хочу, чтобы вы нашли для меня одну демоническую женщину», — ответил Ханли, даже не поворачивая головы. «Да, мастер». Ци Линцзи и Хай Юэтянь оба были слегка озадачены, услышав это, но без колебаний согласились выполнить поручение. «Это докажет ей вашей личности, я также скажу вам конкретный способ связи». Хань Ли перевернул руку, достав половину нефритовой пластинки и бросив его двум своим ученикам, а затем дал им несколько инструкций посредством передачи голоса. Они оба, естественно, внимательно слушали и нетерпеливо кивнуть в ответ. «Хорошо, вот и все. Как найдете ее, сможете вернуться и доложить мне». После этого он провел рукавом по воздуху, и часть лазурного света, в котором они парили, отделилась, окутав Хай Юэтянь и Ци Линцзи, а затем медленно понесла их на землю. Тем временем Хань Ли полетел к Дворцу Бессмертных в виде полоски лазурного света. Вернувшись во Дворец Бессмертных, Хань Ли не сразу вошел в свою секретную комнату и продолжил культивацию. Вместо этого он вытащил недавно добытое кровавое плачущее духовное древо и начал возиться с ним, задумчиво разглядывая его. Замещающие марионетки трансцендентной трибуляции были широко известны среди людей, и именно из-за этого методы обработки таких марионеток были довольно распространены. Фактически, их можно было найти на обычных рынках, и Хань Ли позаботился о том, чтобы приобрести метод обработки такого сокровища во время своих путешествий, и теперь он должен был пригодиться. Единственная проблема заключалась в том, что этим марионеткам требовалось большое количество эссенций крови, и даже после того, как они были очищены, их нужно было периодически подпитывать большим количеством эссенции крови, иначе они могли потерять свою эффективность. Конечно, по сравнению с потенциальными преимуществами, которые могла бы принести такая марионетка, такое количество хлопот и потеря эссенции крови не было большой проблемой. Таким образом, Хань Ли уже начал думать, какие материалы ему понадобятся для создания этой марионетки. Спустя короткое время на его лице появилось приподнятое выражение, и он понял, что уже обладает всеми другими материалами, необходимыми для изготовления марионетки замещения трансцендентной трибуляции. Можно сказать, что это было довольно случайным совпадением, но опять же, он недавно купил огромное количество материалов, поэтому неудивительно, что у него уже были необходимые материалы под рукой. Таким образом, он решил, что скоро собирается изготовить марионетку замещения трансцендентной трибуляции, и духовный свет вспыхнул из его руки, на которой кусок дерева внезапно исчез. После этого он сел на стул с закрытыми глазами и начал визуализировать шаги, необходимые для его уточнения на случай, если что-то пойдет не так во время процесса уточнения. Он оставался сидеть на месте в течение дня и ночи, и Хай Юэтянь наконец вернулся на следующее утро. Как только он увидел Хань Ли, он немедленно закричал: «Мастер, младший боевой брат Ци Линцзи в беде». Глава 1809. Нить сердечной связи.
«Успокойся и расскажи мне, что случилось», — сказал Хань Ли с оттенком удивления, открыв глаза. Все типы существ из рас людей и демонов собрались на съезде Тысячи Сокровищ, но на самом деле крайне редко что-то происходило публично. Спокойствие Хань Ли также несколько успокоило напряженность в сердце Хай Юйтяня, и он поспешно сказал уважительным тоном: «Мастер, мы уже выследили демонического старшего, которого вы хотели найти, но во время нашего обратного путешествия мы внезапно столкнулись со странной женщиной». Женщина лишь мельком взглянула на младшего боевого брата Цилин Ци и тут же унесла его в порыве сильного ветра. Хань Ли был очень удивлен, услышав это, и холодный взгляд промелькнул в его глазах, когда он спросил, как выглядела женщина. Были ли у нее какие-то отличительные черты? Она была высокой и худой, с очень длинными волосами. И у нее было очень большое лазурное родимое пятно на лбу. Она выпустила ужасающую темную ауру и ударила меня ладонью, нокаутировав меня перед уходом. Меня вернула в сознание группа культиваторов, которые просто случайно проходили мимо, и я немедленно помчался к вам», — сказал Хай Юйтянь с выражением негодования на лице. Сердце Хань Ли слегка задрожало от его слов, и он махнул рукой в сторону Хай Юйтяня. «Она ударила тебя ладонью. Подойди сюда». «Да, мастер». Хай Юйтянь был немного озадачен этой просьбой, но он сделал, как ему сказали, и немедленно бросился к Хань Ли. После тщательного осмотра тела Хай Юйтяня своим духовным чутьем на лице Хань Ли появился намек на ярость. «Я так и думал. Какая мерзкая женщина». Затем он поднял руку и схватил Хай Юйтянь за руку. Хань Ли вспрыснул вспышку лазурного света в тело Хай Юйтяня, а через несколько мгновений тонкая черная нить была силой вытащена из его тела в лазурном свете. Как только черная нить покинула его тело, оно тут же начало извиваться изо всех сил, обнаруживая себя каким-то насекомым. Выражение лица Хай Юйтяня, естественно, значительно потемнело, увидев это. Что это? Эта женщина вселила в меня ту штуку. А кто еще это мог быть? Это нить сердечной связи, довольно редкое духовное насекомое. После инкубации это насекомое толщиной с палочку для еды, но после того, как будет поймано и очищено с помощью правильного метода, оно будет постепенно становиться тоньше, и только после того, как он уменьшится настолько, что станет невидимым невооруженным глазом, его можно будет считать полностью очищенным. В этой форме его невозможно обнаружить и может застать любую цель врасплох. Как только насекомое входит в тело, оно быстро проникает в сердце хозяина, тем самым убивая его, и после этого очень трудно найти причину смерти. Это насекомое еще не было полностью очищено, но оно определенно улучшалось уже несколько столетий. Они определенно щедры, раз использовали его на войне закаливания тела, таком как ты. Холодно хмыкнул Хань Ли. Каковы ее намерения? Если она хотела, чтобы я умер, то почему она не убила меня на месте? Спросил Хай Юйтянь, глядя на черное насекомое в шаре лазурного света со страхом в глазах. Ты что-то ей говорил перед тем, как она напала на тебя? Хань Ли внезапно спросил что-то, что казалось совершенно неуместным. Хай Юйтянь на мгновение запнулся и ответил: «Что я сказал?» В то время, мне кажется, я сказал что-то вроде «мы живем во Дворце Бессмертных». Может быть, поэтому она не осмелилась убить меня сразу. Возможно. Вероятно, она не могла знать, правду ли ты ей сказала, поэтому она решила посадить это насекомое в качестве проверки. Ты не сможешь обнаружить это насекомое, если у тебя нет связи с культиватором интеграции тела. Так что ты либо будешь убит, либо насекомое будет удалено, и в этом случае твои утверждения будут проверены, и она также будет немедленно предупреждена об этом. Что касается того, почему она не убила тебя на месте, это естественно, потому что она настороженно относится к культиваторам, следящим за соблюдением закона съезда Тысячи Сокровищ. Возможно, они не так уж много, но они определенно не просто украшения, и они не позволили бы вещам сдвинуться с мертвой точки, если бы кто-то убил тебя публично, ответил Хань Ли, оценивая черное насекомое. Это объяснение просветило Хай Ютянь. В этот момент черное насекомое в лазурном свете внезапно вздрогнуло, и вокруг его тела появился черный свет, насильно разделив лазурный свет и позволив ему скользнуть. Хань Ли холодно хмыкнул, а затем протянул руку и схватил ее одной рукой, оттягивая черную нить назад, как летящую стрелу, создавая взрыв огромной всасывающей силы. Затем он потер руки, и насекомое превратилось в ничто во вспышке серебряного пламени. Это демоническое насекомое действительно обладало некоторой силой, но оно определенно не могло сравниться с пламенем Хань Ли. В тот же момент, когда черное насекомое сгорело в небытие, пожилая женщина внезапно проснулась от медитации в чреве небольшой горы. У этой женщины были длинные седые волосы и удивительно длинные черные ногти, и ее лицо внезапно побледнело, выплюнув глоток эссенции крови. По-видимому, ей был нанесен какой-то сильный удар. Рядом с ней сидел пожилой мужчина с парой густых черных бровей, и он поспешно спросил: «Госпожа, вы в порядке?» «Я в порядке».
Просто моя нить сердечной связи оборвалась. Я выздоровею через пару дней медитации, проговорила пожилая женщина сквозь стиснутые зубы. Я рад это слышать. Пожилой мужчина знал, что женщина питала нить сердечной связи более 1000 лет, поэтому не было никакого шанса, чтобы она могла выздороветь после ее разрушения. Но он был вынужден проглотить свои слова озабоченности после того, как женщина нацелилась на холодный взгляд на него. Похоже, этот паршивец не лгал. Они действительно связаны с одним из культиваторов интеграции тела во Дворец Бессмертных, мрачно пробормотала женщина про себя. Как насчет того, чтобы отпустить этого ребенка? Мы говорим о культиваторе интеграции тела. У нас могут быть большие проблемы, если мы навлечем на себя их гнев, пробормотал пожилой мужчина. Заткнись. Мы оба уже в таком преклонном возрасте, и у нас есть только один сын. Если мы трансплантируем унаследованное сокровище этого даосского священника в тело Минер, не только унаследованная духовная сила полностью излечит его хроническую болезнь, это также даст ему набор унаследованных секретных техник. Я увидела унаследованное сокровище в теле этого ребенка. Печать на его поверхности очень глубокая, поэтому она должна содержать некоторые чрезвычайно мощные искусства культивации. Если Минер может получить, он определенно пройдет по пути культивации намного дальше, чем мы. Если мы упустим эту возможность, где еще мы собираемся найти второго культиватора той же базы культивации с другим унаследованным сокровищем? Яростно возразила пожилая женщина. Но у него есть культиватор интеграции тела в качестве покровителя, нет никакого шанса, что пара культиваторов пространственного закаливания, таких как мы, будет им противостоять. Пожилой мужчина все еще был напуган. Женщина, казалось, уже тщательно обдумала этот вопрос и спокойно сказала: этот ребенок всего лишь культиватор стадии заложения основ с таким обычным духовным корнем. Даже если он связан с культиватором интеграции тела, их связь определенно не будет настолько сильной. Нам просто нужно найти собственного покровителя. Рискнет ли этот культиватор интеграции тела оскорбить наших покровителей только из-за паршивца на стадии заложения основ? Если будет хуже, мне просто придется дать еще моей крови в качестве оплаты. Пожилой мужчина сразу понял, что она имела в виду. Вы говорите, что мы должны пойти в... Верно. Не забывай, что я тоже ношу фамилию семьи Лун, а патриархом семьи Лун является мой отец. Мы сразу же отправимся в путь и будем жить во Дворце Бессмертных, в котором расположена семья Лун, решила женщина. Пожилой мужчина был явно более логичен и пытался убедить женщину, но согласно правилам семьи Лун, если женщина из семьи Лун выходит замуж за кого-то не из семьи, она больше не будет считаться частью семьи Лун. В противном случае ваш отец не бросил бы нас на произвол судьбы на столько лет назад. Думаю, мы должны отказаться от этого, госпожа. Женщина стиснула зубы и ответила: в самом деле, женщины нашей семьи Лун не могут активировать кровь истинного дракона, поэтому мы, естественно, не пользуемся большим уважением, но не забывай, что Минер имеет родословную семьи Лун. Вдобавок мы подтвердили, что в его жилах течет кровь истинного дракона. Родословная немного тонкая, но если мы расскажем об этом моему брату, он не будет ничего с этим делать. Госпожа, разве мы не договорились не рассказывать вашей семье Лун о родословной истинного дракона Минер? Вы снова передумали. Услышав это, лицо пожилого мужчины потемнело. Женщина на мгновение помолчала, а затем снова заговорила холодным голосом. Я знаю, что ты хочешь, чтобы Минер стал наследником семьи Ли, поэтому ты не хочешь, чтобы он возвращался в семью Лун, но нынешняя ситуация просто не позволит этого. Если мы этого не сделаем что угодно, Минер сможет прожить самое большее несколько столетий. Пожилой мужчина не ответил на это. Выражение лица женщины немного смягчилось при виде удрученного лица ее компаньона Даа, и она утешила: не бойся, все еще не высечено в камне. Пока не говори об этом ребенке моему брату. Если этот культиватор интеграции тела не придет за нами, это означает, что этот ребенок не имеет большого значения для него. В этом случае мы можем просто ускользнуть от семьи Лун после окончания съезда 1000 сокровищ. В случае, возможно, нам все-таки не придется покидать Минер. Нет нужды лгать мне, госпожа. В конце концов, родословная истинного дракона Минер уже активирована, мы не сможем обмануть вашего брата, сказал мужчина, покачивая головой. Услышав это, женщина замолчала. После долгого молчания мужчина стиснул зубы и решил: хорошо, мы сделаем, как ты говоришь. Ради будущего Минер он может вернуться в семью Лун. Минер обладает родословной истинного дракона, так что для него определенно будет намного лучше вернуться в семью Лун, чем остаться с нами. Женщина была в восторге от этого. Ты принял правильное решение. Из того, что я слышала, в этом поколении семьи Лун не так много людей, которые активировали свои родословные истинного дракона, поэтому Минер определенно будет в очень высоком положении, как только он вернется. Глава 1810. Преследование врагов. Приняв это решение, они двое не пытались откладывать действия и немедленно начали действовать.
Женщина быстро прошла через коридор и попала в комнату с простым декором. В этой комнате был молодой человек в белом, который выглядел болезненно. Он сидел за каменным столом и с увлеченным вниманием читал мерцающую серебряную книгу. Молодой человек немедленно отложил книгу при виде женщины и, улыбнувшись, спросил: «Мама, тебе что-нибудь нужно?» «Минер, собирай вещи. Мы немедленно отправляемся во дворец бессмертных семьи Лун». Глядя на лицо ее любимого сына, суровое выражение лица женщины полностью исчезло, сменившись выражением безумного сострадания. «Семья Лун. Похоже, парень, которого ты поймала, в конце концов был нелегкой добычей», смиренно сказал молодой человек, слегка нахмурив брови. «Как ты узнал об этом?» Женщина немного опешила. «Не забывай, что даже несмотря на то, что я не обладаю исключительной магической силой, я уже активировал свою родословную истинного дракона, что дало мне гораздо лучший слух. Хотя я не выходил из своей комнаты, я все же мог подслушать и часть вашего разговора», объяснил молодой человек. «Понятно. Не волнуйся, Минер, мы с твоим отцом извлечем унаследованное от этого человека сокровище и пересадим его в твое тело, несмотря ни на что. Ты сможешь использовать его унаследованную духовную силу, чтобы прорваться через узкое место, и у тебя появится хороший шанс, что ты сразу достигнешь стадии формирования ядра. Что касается покровителей этого ребенка, он ни за что не осмелится перейти дорогу семье Лун», сказала пожилая женщина. Молодой человек, немного помолчав, тяжело вздохнул. «С тех пор, как был предложен этот лечебный метод трансплантации унаследованного сокровища в мое тело, ты и отец постоянно искали культиваторов с унаследованными сокровищами, печать которых еще не была сломана. У меня всегда было ощущение, что это приведет к довольно серьезным последствиям. Теперь, когда мы наконец нашли его, я полагаю, вы не захотели бы его отпустить, даже если бы я попытался убедить вас, верно, мама?» «Что за чушь ты несешь? Мы с твоим отцом приняли решение спасти тебя, потому что мы не сможем преодолеть наши следующие большие небесные трибуляции. Мы не позволим тебе уйти раньше нас, несмотря ни на что. Если покровитель этого ребенка не является одним из 3 владык или 7 монархов, твои дядя и дед определенно смогут защитить тебя. Кроме того, ты активировал свою родословную истинного дракона, так что ты автоматически становитесь членом семьи Лун. Если семья Лун не защитит тебя, то как они могут по-прежнему быть известны как истинная духовная семья номер 1? Выражение лица пожилой женщины снова немного потемнело, а в голосе прозвучали нотки негодования. «Хорошо. Раз решение уже принято, тогда немедленно уходим отсюда. Этот культиватор интеграции тела может добраться сюда очень быстро», проговорил молодой человек, покачивая головой в смирении. Женщина была несколько удивлена, услышав это, после чего на ее лице появилось скептическое выражение. «Конечно, нет, я уже обследовала тело этого ребенка, и на нем не осталось никаких следов. Но ты, в конце концов, не культиватор интеграции тела, мама. Насколько мне известно, у культиваторов интеграции тела есть по крайней мере 3 или 4 типа методов, с помощью которых они могут насаждать духовные метки чувств, не будучи обнаруженными духовным чутьем культиватора пространственного закаливания. Возможно, я не смог развить свою магическую силу в последние годы, но я не зря читал все эти фолианты», сказал молодой человек с кривой улыбкой. Услышав это, на лице женщины появилось нервное выражение. «Ты прав. Тогда давай сразу же убираться отсюда. Оставь все вещи, твой отец уже собирается забрать того ребенка». Тем временем пожилой мужчина стоял в секретной комнате, со сложным взглядом оценивая лежавшего на земле человека без сознания. «Не обвиняй нас в жестокости и бесчеловечности, даосский священник. Мы хотим вылечить нашего сына, и наш единственный выход — забрать твое унаследованное сокровище. Без него ты совершенно не сможешь культивировать, что эта судьба, я уверен, будет для тебя хуже смерти, поэтому я отправлю тебя в путь безболезненно». Сказав это, на его лице появилось зловещее выражение. Человек, лежащий на земле, естественно, был никем иным, как Целинси. Пожилой мужчина перевернул руку, и между его пальцами вспыхнул черный свет, на котором появился угольно-черный талисман. Он щелкнул запястьем, и талисман немедленно полетел полоской серого света, прежде чем исчезнуть в теле Целинцзы во вспышке. Затем он открыл рот, выпустив шар черной ци, внутри которого находился вращающийся лазурно-медный колокол. Затем он поднял руку и осторожно щелкнул пальцем, в результате чего из черной ци раздался резкий звонок. Затем произошла странная сцена. Тело Целинцзы внезапно содрогнулось, и он самостоятельно встал и встретился лицом к лицу с пожилым мужчиной в стоящем положении с все еще плотно закрытыми глазами. Он был совершенно невыразительным, как марионетка, а пожилой мужчина что-то скандировал, щелкая по воздуху одну печать заклинания за другой. Лазурный колокол немедленно издал цепочку перезвонов разной продолжительности. Посреди, казалось бы, обычного колокольного перезвона Целинцзи медленно открыл глаза. Сначала они были полностью замутнены, а затем постепенно приобрели намек на ясность, но они все еще были полностью лишены эмоций.
Увидев это, пожилой мужчина тяжело вздохнул с облегчением и, схватив рукой, убрал колокольчик в рукав, а затем развернулся и ушел. Слабый перезвон колокольчика все еще доносился из его рукава, и Ци Линдси последовала за ним из комнаты, как дерево, и твердо. Спустя некоторое время две полоски света, одна черная и одна серая, вылетели из небольшой горы и направились прямо к горам девяти бессмертных. В этих двух полосах света были и Ци Линдси, и болезненный молодой человек, и после нескольких вспышек они оба исчезли вдалеке. Спустя неопределенный промежуток времени полоска лазурного света вырвалась с другого направления, быстро достигнув небольшой горы. Затем лазурный свет погас, открыв двух мужчин, один из которых был очень красив, а другой выглядел совершенно обычно. Это были никто иной, как Хай Юйтянь и Хань Ли. Хань Ли просмотрел своим духовным чутьем небольшую гору, и на его лице появился намек на удивление. Их здесь больше нет. Что? Они увезли его в другое место. Вы сможете их выследить, мастер? Нервно спросил Хай Юйтянь. Не волнуйся, метка духовного чутья, которую я поместил в тело Ци Линьцзы, чрезвычайно слаба, но она будет периодически посылать мне сильный сигнал, который будет предупреждать меня о его местонахождении, ответил Хань Ли спокойным голосом. Слава богу. Эти люди действительно до крайности наглы. Как они посмели похитить кого-то среди бела дня на съезде тысячи сокровищ? Почему правозащитники ничего не сделали? Выражение лица Хай Юйтяня сначала немного смягчилось, а затем в его глазах снова появилась ярость. Хе-хе, если бы обычный культиватор сделал нечто подобное, правозащитники обязательно вмешались бы, но если за этим стоял кто-то на стадии пространственного закаливания, тогда даже они должны были бы передумать. И если бы они увидели, как культиватор интеграции тела кого-то похитил, то они, скорее всего, вымыли бы глаза и немедленно отвернулись бы, холодно хмыкнул Хань Ли. Означает ли это, что старуха — культиватор интеграция тела? Услышав это, выражение лица Хай Юйтяня резко изменилось. Скорее всего, нет. Если бы она тоже была культиватором интеграции тела, она бы не убегала от меня вот так, ответил Хань Ли, покачав головой. Это правда, кивнул Хай Юйтянь. Таким образом, они оба ждали около часа, после чего Хань Ли резко повернул в определенном направлении. Я нашел их. Они направляются к горам девяти бессмертных. Вперед! Прежде чем Хай Юйтянь успел ответить, его охватила вспышка лазурного света, и они вдвоем снова полетели по воздуху, направляясь в этот раз к горам девяти бессмертных. 6 часов спустя Хань Ли и Хай Юйтянь тайком появились в воздухе над огромным роскошным дворцом. Дворец был разделен на 10 этажей, и это был не что иное, как один из 9 дворцов бессмертных. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он оценил дворец с мрачным выражением на лице. «Мастер, мы пришли не в то место. Неужели Ци Линдзи действительно забрали сюда?» — спросил Хай Юйтянь напряженным голосом, и его лицо слегка побледнело. Было совершенно ясно, что он понимал, что означает появление здесь Ци Линдзы. В этом нет никакой ошибки. На таком близком расстоянии этих ограничений совсем недостаточно, чтобы помешать моему духовному чутью, мрачно ответил Хань Ли. Неужели эта старуха действительно культиватор интеграции тела? Но если это так, то почему младший боевой брат Ци Линдзи с самого начала находился за пределами горы девяти бессмертных? Пробормотал Хай Юйтянь. Все просто. Если эта старуха действительно культиватор интеграции тела, то та пещерная резиденция за пределами горы девяти бессмертных была лишь временным местом, где она занималась личными делами, не беспокоясь о том, что ее увидят. Другой вариант — она не культиватор интеграции тела, но имеет связи с живущим здесь определенным культиватором интеграции тела. В последнем случае она, должно быть, искала этого покровителя, чтобы отпугнуть нас, спокойно проанализировал Хань Ли. Хай Юйтянь, немного помедлив, спросил, что же нам тогда делать, мастер? «Войди я первым и узнай для меня, кто живет на 9-м этаже этого дворца», — проинструктировал Хань Ли. «Да, мастер». Хай Юйтянь был воодушевлен спокойным поведением Хань Ли, и он сразу же почтительно пошел выполнять его приказы. «Я отправлю тебя туда. После того, как ты узнаешь информацию, которую я запрашивал, отправляйся на ближайший холм, чтобы найти меня», — продолжил Хань Ли, а затем взмахнул рукавом, отделив от себя шар лазурного света, унося Хай Юйтяня на землю. Тем временем он развернулся и полетел к холму, который находился в нескольких десятках километров от него. Несмотря на то, что гора 9 бессмертных состояла из 9 массивных пиков, естественно, по всей горной цепи были несколько безымянных и неважных гор и холмов. Приземлившись на землю, Хай Юйтянь бросил взгляд на дворец бессмертных, но не сразу направился к нему. Вместо этого он глубоко вздохнул и бросился к самому оживленному и шумному месту возле дворца.